Всем привет! Расскажу и покажу про монтаж дымохода. Если коротко, это сэндвич дымоход идет по улице, выход на улицу через стену, по дому идет одностенный дымоход, выход с печи сверху. В этой печи как есть выход сверху, так и сзади, но про эту печь в конце видео расскажу подробнее. Очень удачная модель за эти деньги. Ну, начну подробнее с дымохода. Покажу вам на схеме. По первому этажу у меня идет дымоход одностенный, отвод 90 градусов в стену. В стене уже, где проходной узел, у меня идет два переходника. Один на больший диаметр и второй на сэндвич дымоход. И уже на улице идет сэндвич тройник. Вся горизонтальная часть состоит из отвода, двух переходников и тройника. Чем длиннее горизонтальная часть, вам придется компенсировать потом высотой дымохода для увеличения тяги. У меня она получилась горизонтальная часть очень такой короткая, я бы сказал. Стена 20 сантиметров. А так-то еще хороший вариант делать проходной узел под 45 градусов. Еще уточню, у меня переход на больший диаметр всего лишь потому, что у меня этот диаметр был куплен очень давно, чтобы его применить, сделал переход. Итак, начинаем монтаж. Грибок мне продали с высотой шляпки в 5 сантиметров. А такого грибка только хуже будет. Я сделал 10 сантиметров. Сразу с печи камин через 20 сантиметров у меня установлен шибер, потом метр дымохода и отвод под 90 градусов. У меня вся эта часть собрана без саморезов и без герметика. Она такая получилась обслуживаемая, потому что горизонтальная часть уязвимая, ее надо чистить. Не зря продают вот эти отводы с лючком, чтобы открыть, прочистить. А у меня отсоединяется она от стены, чистится и обратно вставляется. Теперь покажу, что на улице. Как и на схеме, тройник, сэндвич поставлен на два кронштейна. Снизу тройника конденсатосборник. И уже сверху тройника установлено 3 сэндвич-дымохода длиной 1 метр. Общая длина получилась 4,5 метра, что и советуют. Минимально там, от 4,5 от 5. Сэндвич-дымоход по конденсату собран, в доме по дыму. Сама высота на полметра ниже конька, но на самом деле факторов, влияющих на высоту дымохода, очень много. Во-первых, это расстояние от самого конька. Чем дальше, тем уже менее значительная высота. Это там есть такая схема от конька под 15 градусов. Потом возвышенность. Вот у меня дом на возвышенности. У кого-то низина, да. Потом нет деревьев высоких рядом, нет домов высоких рядом. Ничего не преграждает тяге. Потом высота грибка еще может вам плохо повлиять на тягу, если она будет такой низкой, как вот я купил, если бы не переделал. Общая высота дымохода, вот как у меня сделано, 4,5 метра, так и советуют, это минимальное расстояние, даже от 5. И диаметр дымохода тоже влияет. Получается, вот это все надо учитывать. Ну, я как делал? Сначала сделал минимальную для меня высоту удобную, посмотрел работу печки, меня все устроило, так и оставил. В печи, как я и говорил, два выхода. Выход сверху, как у меня. КПД больше, эстетики меньше. Также есть выход сзади. Эстетики больше, ну и потраченных денег на дымоход будет тоже больше. Потому что на улице придется весь дымоход делать сэндвич. И что же еще хотел сказать про эту печь? Название Метабел, ритм, 7 киловатт печь.
Я ее купил за $330, и уже за такие деньги в ней есть система вторичного дожика. Обычно в этой ценовой категории такой системы нет, и она довольно долго горит огонь в ней на одной заправке дровами. Есть еще чистое стекло система и система длительного горения. Получается, стекло я вот ни разу не чистил. Осталось только от клея немного. Я вам на видео, по-моему, показывал, да, как отклеивал наклейку, и вот этот клей остался. И весь этот кирпич шамотный тоже без копоти. Правильно все устроено. И еще один плюс — это 115 диаметр выходного дымохода. Обычно в 7-киловаттных печах он 150. В этой же печи он 115. И люди обычно не считают цену дымохода. Так, на сдачу куплю. Но если диаметр 150 и вам надо делать сэндвич около 8 метров со всякими переходами и тройниками, он вам обойдется в ценой в печь. Последнее, что добавлю, если вы интересуетесь строительством таких вот небольших домов или домов дачного типа, то заходите на канал, подписывайтесь. Именно это видео я делал, монтировал первый раз, так что мне нужно ваше мнение. Всем спасибо за просмотр и всем пока.